Еще совсем недавно попасть в Саудовскую Аравию как туристу было почти нереально. В основном сюда приезжали по делам или на хадж. Все поменялось в 2019 году, когда королевство запустило туристические визы. Это часть большого плана открыться миру, диверсифицировать экономику и нарастить туризм до десятков миллионов визитов. В этом видео Наджран с его древней архитектурой, священная Медина и туристическая жемчужина Аль-Ула. Начинаем! Так, друзья, я прилетел в город Наджран. Это столица одноименной провинции, и это одна из двух самых южных провинций в Саудовской Аравии. И мы сюда прилетели познакомиться немножко с йеменским наследием, архитектурой, которая была создана под влиянием Йемена. И также тут очень большое этническое население, которое связано именно с йеменскими племенами. И поэтому мы немножко поездим здесь, посмотрим город и посмотрим несколько достопримечательностей вокруг. Наджран – одна из самых южных провинций Саудовской Аравии и граничит с Йеменом. Ландшафт здесь переходит от гор к пустынным долинам. Климат сухой, с резкими сезонными колебаниями. По характеру поездок это нишевое направление. Массового турпотока, как в Рияде, Джидде или Аль-Уле, здесь нет. Зарубежные ведомства часто публикуют предостережения по приграничным районам с Йеменом, иногда включая сам город Наджран. Из-за этого туроператоры не гонят сюда группы, а индивидуально путешественники планируют осторожно. Хотя я сам не почувствовал никакой опасности за время нахождения здесь. Позади меня находится один из примеров оборонительной йеменской архитектуры. Дворец, который был построен в 17 веке, первым этапом. И он называется дворец Аль-Аан для шейха, который здесь был. И он высотой, даже не знаю, метров, наверное, 12, имеет 4 этажа и построен с глины и соломы. И, как вы видите, сверху вот такие пряничные украшения. Это очень-очень типично для самого Йемена. Также здесь 22 комнаты и очень толстые глиняные стены. То есть такие стены как раз позволяют сохранять прохладу летом, потому что тут температура может достигать 45 градусов по Цельсию. Давайте я вам покажу сначала снаружи его. И вон там еще одна. Это вход, и вон там сам по себе дворец находится. И вот тут такая красивая территория. Из дворца открывается потрясающий вид на Наджран. Вот город Наджран. И за этими холмами, горами уже находится Йемен. То есть это буквально несколько километров. Нужно подняться по камнях чуть выше. И здесь тоже видны вот такие традиционные постройки. Естественно, уже модерные, внутри газоблоки, но все равно сохраняется вот эта традиция. И выглядит оно потрясающе. Башенные дома Наджрана многоярусные, с массивным каменным цоколем, выше саман или камень, узкие окна и плоская крыша с зубцами. Толстые стены хранят прохладу, а крыша служит жилой площадкой в вечернее время. Схожесть с Йеменом заметна сразу. Та же вертикальная логика, повтор проемов по этажам, белые известковые обводы. В этих формах чувствуется пересечение южноаравийской традиции и йеменской архитектуры. У них один общий корень, но разница в деталях. Йемен любит витражные камарият, ажурные зубцы
и богатый рисунок фасадов. Так, друзья, позади меня находится дворец Эмар, который был построен уже после вхождения в состав Саудовской Аравии этой провинции. И что интересно, он также выполнен в йеменско-наджранском стиле и был построен специально для губернатора. Это у нас 40-е, 50-е годы прошлого века. Тут, кстати, видно, что проседают сильно стены, и вот эта часть, и башня постоянно спускается вниз. И видно, что тут поставили такие подпорки для того, чтобы полностью не обвалилась эта конструкция. И, к сожалению, сейчас это закрыто. И тут есть на рисунке, как оно выглядит внутри. И неизвестно, когда оно откроется. Но я надеюсь, что власти смогут это отреставрировать и что-то придумать. Потому что место действительно тоже классное. Это традиционный способ хранения здесь воды, и до сих пор эти изделия тут продаются, и местные люди их используют и покупают. Также здесь есть вот такие, например, сумки для младенцев, маленьких детей из кожи. Если вы так берете, кладете сюда ребенка, так надеваете и спокойно себе идете. А также, что очень интересно, тут у нас есть такие вот кинжалы традиционные, которые носят и йеменцы, и саудиты. И я бы, наверное, такой даже и купил бы на подарок, но, к сожалению, я не могу взять такой в самолет. Сейчас вам покажу. Вот такой вот кинжал. И хранится на таком поясе. Так что, если вы... Да, вот так, окей. Так что, если вы захотите купить такой пояс, приезжайте сюда и покупайте. В общем, ребята, таких вот зданий в городе достаточно, но они так разбросаны и на картах не всегда указаны, поэтому их нужно отыскивать как жемчужинки в таком городе. И вот еще вам пример вот такой архитектуры. Возможно, это такое более современное здание, но выглядит очень классно и очень колоритно. Буквально в 100 метрах от того здания, еще здесь старое тоже здание. Тут никто не живет, они разваливаются. Внутрь можно туда даже зайти, залезть, но тут не мешала бы реставрация. Но правительство или кто повесили здесь QR-код с информацией об этом здании. И можно просканировать и прочитать, что здесь происходило, или почему оно было построено и так далее, его историю. И вот так выглядит то, что внутри. Также вот здесь большой кусок стены обвалился. И можно посмотреть, как жили люди. То есть внутри даже вот есть отделка, покраска. То есть, возможно, не так давно оно и опустело здесь. Но видно, из чего сделано. То есть вот из глины, соломы и ничего более. Ну и дерево, естественно. И вот оно укладывалось такими слоями. Сейчас мы находимся в археологическом открытом музее Аль-Укхуд в Наджране. И почему
он интересен и известен? Потому что, во-первых, это место упоминается в Коране. И что здесь происходило? Здесь описывается в Коране ситуация, когда верующих преследовали и бросали в огонь за их веру. И поэтому для многих мусульман это тоже достаточно серьезное место, которое стоит посетить. И вы можете увидеть здесь такие небольшие надписи и фундамент какого-то сооружения. Тут очень большая территория, и нужно ходить и искать как бы вот такие достопримечательности, которые строения, вернее, которые отрыты, и изучать в источниках, что здесь было, потому что информация есть в музее, но я воспользовался услугами местных людей, которые тоже сюда пошли, и они фотографируют это. И мы сейчас идем через, просто такое вот поле, все разрыто тут, и нужно быть осторожным, чтобы не споткнуться. Также вот тут. Надписи, которые сохранились в кладке домов, называются муснат. Это доисламское южноаравийское письмо. В 2023 здесь нашли самую длинную муснат надпись региона. Плита 230 сантиметров, а в тексте упомянут житель города. Рядом находки того же периода. 3 золотых кольца с бабочками и бронзовая голова быка. А среди керамики даже аттический фрагмент 3 века до нашей эры, что подтягивает датировки контактов. Сейчас на месте работает визит-центр, а раскопки продолжаются совместно с саудовско-французской экспедицией. Я сейчас в деревне Аль-Кабиль, и позади меня, смотрите, также дом в таком традиционном йеменском стиле. Тут живут люди, то есть это частный дом, он отреставрирован, и они его используют по назначению. И в этой деревне очень-очень много всяческих таких зданий, и нужно просто ездить и их искать по несколько этажей, 4-5, такие башни прям. И она находится, эта деревня, прямо возле Наджана. Наконец-то я попал в этот дворец, и он состоит из, как я и говорил, с нескольких этажей, 4, и на каждом этаже сделаны вот такие комнаты под традиционные местные мотивы. То есть тут ковры, тут разные предметы, украшения, фотографии. Так что очень-очень колоритное место. Вот, например, история в фотографиях показывает. Ну вот, и мы поднялись на крышу этого многоэтажного дома, дворца, так сказать. И тут есть такая башенка небольшая. И открывается вид на Наджран. Посмотрите.
أشهد أن لا إله إلا الله. Я нахожусь во втором по значимости городе для мусульман в мире. Этот город называется Медина. И здесь проживают больше 1 миллиона человек. И позади меня находится очень известная мечеть, вторая по величине в мире, мечеть пророка Мухаммеда, в которой как раз и лежит его тело, то есть он там погребен. И естественно, что туда нельзя заходить не мусульманам, и также на территорию мечети. Я не уверен, можно ли тут ходить не мусульманам, но меня пока никто не остановил, поэтому я могу поснимать для вас виды вокруг мечети. И как раз сейчас вот призыв на молитву вы слышите, и все люди идут молиться. Также вокруг мечети дежурит полиция, раздают бесплатную воду, потому что сейчас 42 градуса на улице, очень жарко, но воздух сухой. И город достаточно современный, очень много классных отелей, много кафешек, и тут можно хорошо проводить время во время паломничества вашего, если вы мусульманин. Медина является столицей провинции Аль-Мадина в регионе Хиджаз. Историческое имя города Ясриб. До Мекки по основному шоссе около 436 километров. Мечеть пророка формирует центр городской планировки. В нынешнем ансамбле есть 10 минаретов высотой около 105 метров. На кровле установлены 27 раздвижных куполов, а на площадях работает около 250 автоматических зонтов, которые создают тень примерно в 143 тысячи метров квадратных. Комплекс вмещает около 1 миллиона молящихся, залы, кровля и открытые площади. Предусмотрено расширение, рассчитанное на увеличение пропускной способности до 2 миллионов человек после поэтапного завершения работ. Дальше мы поедем в следующий город Аль-Улу. У нас немного так времени здесь. И дорога занимает около почти 500 километров или 450 в Аль-Улу. И дороги тут хорошие, поэтому добраться можно будет быстро, максимально быстро, как это возможно. И мы уже отправляемся, чтобы не ехать ночью. И можете полюбоваться таким красивым видом. Спустя 400 километров я приехал в Аль-Улу. Это один из самых интересных и важных курортов Саудовской Аравии. Тут очень большая и многослойная история.
И самый интересный период это, конечно, Набатейское царство, потому что они после себя оставили здания, которые вам, скорее всего, знакомы. И в часть этого царства входила также и территория Иордании. И поэтому вы можете увидеть такие же здания, как и в Петре. Ну и также здесь есть старый город, тут есть много природных достопримечательностей. Это, естественно, не дешевый курорт, то есть тут отели достаточно дорогие, но этот город также входит в программу развития Саудовской Аравии туризма, и он привлекает все больше и больше людей каждый год. Но, естественно, что сейчас лето, и это не сезон, потому что очень жарко на улице. Но это отличная возможность путешествовать здесь дешевле. И сегодня я вам покажу некоторые достопримечательности Аль-Улы. И вот как раз мой отель, резорт находится среди таких скал больших. Тут есть все, тут есть бассейн, тут есть рестораны, кинотеатры, все, что нужно. И тут можно вообще отдыхать и даже не выезжать из этого резорта. Но, конечно же, зачем сюда ехать, как не смотреть исторические места. Поэтому давайте будем смотреть вместе. Поехали! Аль-Ула находится в провинции Аль-Мадина на северо-западе страны. Административная столица провинции – город Медина. Оазис остается аграрным ядром региона. Пальмовое хозяйство занимает 17 тысяч гектаров. В оазисе насчитывается 3 миллиона пальм, и ежегодный урожай фиников составляет примерно 116 тысяч тонн. Главный археологический объект – это Хекра, первый в королевстве памятник ЮНЕСКО. На территории зафиксировано 111 монументальных скальных гробниц, которые демонстрируют инженерное мастерство набатеев. Друзья, значит, я приехал в старый город Аль-Ула, и фактически рядом находится и современный город Аль-Ула. Население тут на самом деле очень маленькое, до 30 тысяч человек вместе с соседними деревнями. Но тут сохранено много таких глинобитных зданий традиционных. Они, конечно же, уже необитаемы, тут нет крыш, много разрушено. Например, на той стороне что-то восстанавливают. Но, в общем, тут достаточно интересно, потому что можно вот так ходить вокруг этих зданий и много фотографировать. Также этот город является оазисом. И тут растет очень много финиковых пальм, естественно, ферма, которая занимается сбором фиников и дальше их продажей. Так, еще одна особенность этого города в том, что, как и во многих, в принципе, городах Саудовской Аравии, жизнь начинается в такое время года после 4 вечера, и поэтому большинство достопримечательностей закрыты. Тут есть приложение, в котором можно бронировать туры, и, естественно, это не так уж и дешево, как хотелось. И паркинги в старом городе, например, расположены достаточно далеко от старого города, и нужно ехать на вот таких маленьких автобусах. Так, значит, вот старый город у нас. Позади меня только несколько арабок, и все пусто, то есть ничего нет. А сейчас около 10 утра, может еще все спят, но это скорее связано с жарой просто здесь. Ну и тут, как вы видите, полностью сделан
туристический такой городок. Много кафешек здесь, много всяких заведений, но работают сейчас 1-2. То есть все полностью так наглухо закрыто. Ну, с другой стороны, классно гулять, потому что никого нет. Можно спокойно наслаждаться старым городом. Но выглядит очень атмосферно на самом деле. Много сделано всяких экстерьерных штучек. Например, вот посуда и так далее. А вот значит там удивительно то, что находится робот-мини-бус, то есть автоматический автобус, который возит к парковке Южной, от парковки Южной к старому городу. Значит, как вы видите, сзади находится одна из очень известных мировых достопримечательностей Марая. И это концертный зал, который был построен совсем недавно. И он входит в книгу рекордов Гиннесса как самое большое зеркальное здание в мире. Тут есть экскурсии, и я записался на экскурсию, потому что по-другому сюда можно попасть только если вы бронируете ресторан наверху, но он сейчас лето и он закрыт. Или второй вариант, если вы живете в отеле Бамиан, который стоит сумасшедших денег, поэтому единственный вариант был забронировать просто сюда экскурсию. И экскурсия стоила 95 реал, это где-то 22 евро с человека. И будем сейчас смотреть. Марая в переводе с арабского означает «зеркала». Этот впечатляющий куб был открыт в 2019 году и сразу стал одной из самых необычных площадок Ближнего Востока. Его особенность в том, что задняя стена сцены может полностью раздвигаться, открывая огромное окно с видом на скалы. Размер сцены 40 на 15 метров, а сам зал рассчитан примерно на 550 зрителей и дополнен 4 VIP-ложами. На этой площадке уже звучал голос Андреа Бочелли, и удивительно, что столь масштабное технологическое сооружение было возведено всего за 76 дней. Друзья, я уже поднялся на вершину этого концертного зала. Значит, здесь 3 этажа. На первом находится большой холл и театр. На втором офисы, конференц-залы. И на третьем ресторан с 3 звездами Мишлена. Так как сейчас лето и здесь практически нет туристов, то он закрыт. Но зимой, конечно же, welcome к посещению. Я думаю, что здесь есть что попробовать. И отсюда открывается потрясающий вид на горы, на эти скалы. Здесь вот парковка. И хочу еще сказать, что это здание строила итальянская фирма и итальянский архитектор. И его построили всего лишь за 72 дня. И еще 2 дня ушло на установку вот этих зеркальных плит. То есть, в общем, 74 дня. И это, конечно, ошеломляюще. Ну и тут на крыше есть вот эти отражающие панели, но также вот плитка. И вот там часть тоже сделаны красиво решетки в цвете скал, для того, чтобы полностью сливаться с пространством вокруг. Ну и какая была идея, почему он зеркальный? Идея была такова, чтобы не изменять пространство вокруг, то есть чтобы вот это здание вписывалось органично и отсвечивало то, что его окружает. Поэтому вот такая естественная идея естественности, она как бы породила вот такое здание. И оно потрясающе сюда вписывается, я вам скажу.
Так что, если вы хотите увидеть такую современную архитектуру, конечно, приезжайте сюда. Также тут есть отели, как я говорил, что если вы живете в отеле, вам не нужно платить сюда за въезд, покупать тур. То есть вы можете спокойно сюда ходить к этому зданию и сколько угодно фотографироваться. Я приехал в Хегру. Это древний город, который находится около 20 километров от Алюлы. И это был второй город по величине в Набатийском царстве после Петры. И тут сохранилось очень-очень много зданий, таких же, как в Петре. Такая же абсолютно архитектура. И сюда можно купить экскурсию. Групповая стоит $25 примерно, то есть 95 реал саудовских. Или частную, она стоит 700 реал. Выбирать вам. Ну и я вам покажу немножко зданий здесь. И посмотрите, тут большая группа. Конечно, я такое не люблю. И сюда можно было бы спокойно заехать на машине. Но из-за ограничений этого сделать я не могу. Поэтому приходится ходить с группой. Эти здания, храмы, гробницы, вернее, явно имеют влияние греческой культуры. То есть видно на эти колонны, на своды сверху, орлы, медуза посередине. И сверху на всех зданиях есть такие ступеньки. Ступеньки строились специально для того, чтобы высекались, вернее, для того, чтобы помочь усопшему подняться на небеса. Эти сооружения представляют собой высеченные в песчанике усыпальницы знати Набатейского царства. Фасады украшались символами и надписями, а внутри располагались камерные помещения для захоронений. Набатеи развивали земледелие в оазисе и строили сложные системы управления водой. В Хегре сохранились колодцы и каналы, а культовый центр находился у Джабаль-и-Хлиб с залом Диван, где проходили ритуалы. Самое известное сооружение Хегры – Каср аль-Фарид или Одинокий замок. Эта гробница вырублена в отдельном монолите высотой около 22 метров и выделяется фасадом с 4 пилястрами. Нижняя часть осталась незавершенной, что наглядно показывает технику мастеров, работавших сверху вниз и сочетавших местные традиции с влияниями Средиземноморья.